Вечером 2 апреля приморский поселок Хрустальный поставили на уши. Пропал 5-летний мальчик Платон. Он ушел гулять с щенком по кличке Степан во двор своего дома, как обычно, взяв телефон мамы. Ничего не предвещало беды. Малыша через полчаса позвали вернуться, ответа не последовало. Взрослые поняли, случилась беда. Ребенка никак не могли найти. Мужчина позвонил сыну, в трубке услышал лишь шелест листьев и лай питомца. Испуганный Платоша не мог объяснить, где он находится. Темнело. Глава семьи тут же набрал 112, обратился за помощью к своим знакомым, а позже потянулись и другие неравнодушные жители поселка. Все местные, причем неважно, были они знакомы с семьей или нет, пришли помогать. Курировали операцию профессионалы, волонтеры Примпоиска и краевого отделения Лизы Алерт, спасатели, следователи, сотрудники полиции, прокуратуры, местной администрации, ГУФСИН. Среди них был Роман Панин, стажер по должности инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России Кавалеровский. Он в поисках новичок. Искали везде, во дворах, во врагах. Позже была поставлена задача прочесывать лесной массив, передвигаясь цепочкой на расстоянии 20 метров друг от друга. Конечно, сложности были. Когда только поступил сигнал тревоги, был вечер, поэтому поиски шли в темноте, рассказал Роман Панин. Искали мальчика и кинологи, которые попросили у родителей его личные вещи. Выезжали сотрудники ГУФСИН отдела охраны исправительной колонии номер 31, а именно инструктор-кинолог Максимов и капитан Глушек. Ходили по лесу около 3-4 часов, обошли сопки, потом прошли по дороге, но ребенка не удалось найти. Собака сначала взяла след, но потом стало тяжело, так как на территории уже много кто прошли со своими животными и затоптали все следы, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Приморью. И так прошла вся ночь, следов мальчика по-прежнему не было, ни одной зацепки, которая смогла бы вывести к его местонахождению. Но надежду никто не терял, особенно родители, которые продолжали верить, что их Платоша вернется домой в целости и сохранности. Среда, 3 апреля. 8 утра. Звучит заветное «нашли». Замерзшего, сонного, испуганного Платошу нашел. Роман, инспектор, который впервые участвует не то что в такой большой операции, а в поисках вообще. Примерно через 200 метров от дома ребенка я увидел вдалеке, что он на земле лежит. Подбежав, я взял мальчика на руки и сразу же отнес в патрульный автомобиль ДПС. В этот момент я испытал огромное облегчение, потому что он все-таки нашелся, а самое главное, оказался жив, поделился Роман Панин. Сейчас состояние ребенка стабильное, он ведет себя активно, не отказывается от еды, общается с врачами и играет. Признаков переохлаждения больше нет, но все равно доктора продолжают следить за его здоровьем. Дорогие зрители, если вам понравилась данная история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.